Это не штаб-квартира Гугла, а полноценная тюрьма Леобен, что расположилась в Австрии. А этот железный загон не для животных, а для тех, кого приговорили к смертной казни в Таиланде. Сегодня я расскажу вам о самых лучших и худших тюрьмах всего мира, а также сравню условия содержания в них. А в конце ролика вы узнаете о настоящем концлагере современности. Приятного просмотра. Тюрьма Хальден, Норвегия. Как вы думаете, где лучше всего содержать опасных преступников? Людей, которые кого-то убили? Я думаю, большинство моих зрителей ответило бы в самых страшных условиях, чтобы эти люди побывали в аду на земле. Но правительство Норвегии думает совершенно иначе. В городе Хальден построили одну очень интересную тюрьму. Если бы на входе не было упоминания того, что здесь содержатся преступники, можно было бы подумать, что это какой-то хай-тек отель. На ее строительство потратили 250 миллионов долларов. И я скажу вам, деньги не пропали даром. Внутри можно увидеть дизайнерский ремонт, обилие классной и дорогой мебели, хорошую бытовую технику, телевизоры, игровые комнаты, музыкальные классы, в общем, самый настоящий отель. Правда, содержатся тут далеко не обычные люди. Здесь могут оказаться лишь убийцы, насильники и другие преступники. И возникает вопрос, за что им полагается такое райское содержание? Тут все дело в подходе к реабилитации бывших преступников. Правительство Норвегии серьезно обеспокоено этим вопросом, так что они нашли свой способ решить проблему. Если человек будет содержаться в хороших условиях, будет работать не на каторге, кушать хорошую еду, а также заниматься любимыми хобби, в общем, жить полноценной жизнью обычного гражданина, то у него не появится желания совершить еще одно преступление. И я скажу вам, что этот подход действительно работает. Доля рецидивов среди преступников очень сильно снизилась, так что власти Норвегии оказались правы. Так, а что там с тюрьмой в Хальден? А там все отлично. Охрана не носит никакого оружия. На окнах нет решеток, а забор, да и камеры не выглядят как загоны. Я вам больше скажу. Работники службы безопасности могут быть поощрены, если они заведут приятельские отношения с заключенными. А сами преступники играют в приставку, смотрят телек, играют на музыкальных инструментах, занимаются искусством и работают. Лично я был бы не против добровольно оказаться в таком санатории. Тюрьма Шамп-Доллон, Швейцария. В Швейцарии решили не отставать от Норвегии и также создали свой аналог комфортной тюрьмы. Правда, тут история шла по-другому. Это учреждение изначально не строилось как комфортабельный отель. Раньше многие жаловались на ужасное содержание заключенных. Грязные камеры с кучей преступников, насилие, антисанитария, плохая еда. Сейчас и не скажешь, что в тюрьме Шамп-Доллон когда-то такое могло происходить. Но в те времена очень много людей критиковало учреждение за плохие условия. Я скажу вам, что все, кто это делал, старался не зря. Власти Швейцарии решили исправить эту ситуацию. Они вложили в реконструкцию здания 40 миллионов долларов. И все было сделано для того, чтобы привести камеры в хороший вид. Теперь это не клетки для кучи немытых преступников. Это комфортабельные номера для 3 человек, в которых есть полноценный санузел, ванна и даже телевизор. Более того, в этих камерах поддерживается приятная температура воздуха, так как теперь там есть своя климатическая система. После реставрации многие стали говорить о том, что теперь это не тюрьма, а 3-звездочный отель. Правда, проживают в нем далеко не обычные люди, а все те же убийцы и насильники. Тюрьма Бастой, Норвегия. Но меня все равно куда сильнее поражают власти Норвегии. И нет, я не про тюрьму в Хальдене. Я сейчас о совсем другом заведении. Это вообще не тюрьма, как мне кажется. Это же полноценный курорт. Если обычные люди тратят огромные деньги, чтобы получить подобные условия жизни, то для преступников все это может оказаться совершенно бесплатно. Тюрьма Бастой считается одной из самых красивых и уютных во всем мире. Дело в том, что она расположилась на небольшом острове. И нет, это не Алькатрас с одним страшным зданием, ужасными клетками вместо камер и плохим содержанием.
Кажется, это небольшая деревня в горном регионе. Заключенные живут в нескольких коттеджах, в которых есть буквально все. Для каждого есть своя комната, душ и туалет, общая кухня на один домик. На острове также расположены теннисный корт, комфортный пляж, а во всех комнатах есть компьютеры и телевизоры. И нет, интернет вообще никто не блокировал, там полностью свободный доступ. Кажется, это настоящий рай. Тем более, что заключенные не теряют многих льгот от государства. Я пребываю в настоящем шоке, ведь каждый преступник может бесплатно получить высшее образование, а на самом острове можно работать, например, на ферме или ухаживать за лошадьми, а некоторые выбирают работу руками. Они могут ремонтировать велосипеды или изготавливать деревянные изделия. И у вас мог возникнуть вполне логичный вопрос, когда я перечислял условия содержания. А зачем заключенным кухня? Они что, могут сами себе готовить? Да, преступники могут запросто приготовить себе все, что они захотят. Продукты продаются в местном магазине, а государство в месяц выделяет около 9000 рублей на еду. Плюс в копилку капают деньги от работы. В общем, никто себе ни в чем не отказывает. Тюрьма Солентуна, Швеция. Вы, вероятно, будете в шоке, но в Швеции вообще закрывают некоторые тюрьмы. Почему? Да потому что в стране не хватает преступников. А все из-за того же подхода с комфортными условиями. Казалось бы, как хорошее содержание должно помочь переубедить убийцу убивать. Но, как можно заметить, такой подход очень помогает. Вот и сэкономленные деньги, которые вкладывались в закрытые тюрьмы, идут на обустройство новых учреждений. Отличный пример – тюрьма Солентуна. На ее оборудование потратили миллионы долларов. В ней сделали полностью оборудованный тренажерный зал, так что каждый сможет подкачаться за время своего отдыха. В каждой комнате удобные кровати, свой санузел. Тут так же, как и в тюрьме Бастой, можно самому приготовить себе еду, а после пойти смотреть телевизор на диване. В общем, очередной отель для опасных преступников. Кажется, что это настоящий курорт. Правда, небольшая приписочка. Тюрьма все портит. Заключенные все-таки ограничены в своем передвижении. Но меня все равно поражают такие условия содержания. Тюрьма Леобен, Австрия. Ну а сейчас вы будете просто в шоке. Ведь при первом взгляде на тюрьму Леобен, которая расположилась в Австрии, и не скажешь, что это специальное учреждение по содержанию опасных преступников. Я бы сказал, что это новая штаб-квартира Apple или Google, но никак не тюрьма. Внутри все так же, как и в предыдущих случаях. Очень комфортные условия. Приятные светлые комнаты с телевизором, полноценные ванные комнаты, мини-кухня. Естественно, для заключенных на территории тюрьмы разместили и другие приятные вещи. Опять же, спортивный зал с кучей новых тренажеров, полноценная баскетбольная площадка и очень красивый открытый внутренний двор на свежем воздухе. Вообще, номера выглядят так, будто это полноценные квартиры студентов в огромных мегаполисах. Единственное, что это решетки на окнах. В общем, очередной отель среди тюрем. Ну а я надеюсь, вам еще не надоело слушать про крутые условия, всякие дизайнерские решения и другие развлечения для преступников. Ведь дальше я расскажу вам о самых ужасных тюрьмах мира. Тюрьма Черный дельфин, Россия. Не во всех странах к преступникам такое хорошее отношение. Например, в России тюрьмы считаются страшным местом, куда лучше не попадать. Ну а самые ужасные условия, конечно же, предназначаются для самых ужасных преступников. Серийные маньяки, насильники, педофилы, извращенцы или каннибалы. Все эти нелюди попадают в одну из самых страшных тюрем самой большой страны в мире. А называется это учреждение очень угрожающе – «Черный дельфин». Почему такое название? Да все просто. На внутреннем дворике расположилась скульптура дельфина, окрашенного в черный цвет. Отсюда и название. Так а что там с условиями? Страшные бетонные стены, неудобные кровати, грязный, вонючий стальной туалет, который полностью открыт, одиночное содержание, ну или максимум 2-3 человека в камере, постоянные избиения со стороны охраны и осмотр камер. Да и режим дня очень сложный.
Подъем в 6 утра, каторжный труд, ужасная еда, а отбой в 22:00. И так каждый день. Ну ладно, про каторжный труд я погорячился. Заключенные в Дельфине занимаются вполне адекватной работой. Они могут выполнять разные задачи на складах или на швейной фабрике. Но все это только при условии, если преступник все это время не нарушал режима и вел себя очень хорошо. А что там с прогулками? Есть бетонная комната с решеткой вместо потолка. Вот и вся прогулка. А из камеры заключенных ведут в своеобразной позе с завязанными глазами. Все сделано для того, чтобы они не запомнили дорогу и не попытались сбежать. Заключенные не то что о телевизоре не могут подумать, они даже с родными редко видятся. В камерах очень маленькие окна, чтобы никто в них не смог пролезть, а коридоры тюрьмы патрулируют вооруженные охранники с собаками. Зачем такая жестокость? Как я и говорил, тут содержатся самые ужасные люди, те преступники, которых приговорили к пожизненному заключению, и варианта вернуться к обычной жизни у них просто нет. И лично мне кажется, такая жестокость оправдана. Если человек изнасиловал и убил несколько десятков детей, то позволять ему смотреть телевизор или играть во что-либо не стоит. Тюрьма Бангкванг, Таиланд. Но даже те условия, что были в предыдущем примере, могут показаться курортом в сравнении с тем, о чем я расскажу вам дальше. Будьте аккуратнее, ведь вы будете реально в шоке. Вы только вслушайтесь. В Таиланде есть тюрьма, которую местные называют «Большой тигр». Почему такое название? Да потому что это учреждение буквально пожирает своих постояльцев. В тюрьму Бангкванг попадают лишь особо опасные преступники, которых приговорили к смертной казни или к очень большим срокам. Естественно, такое наказание можно получить только за самые страшные преступления. Но меня шокирует то, что с людьми в этой тюрьме обращаются хуже, чем со скотом. Вы только вслушайтесь. Небольшие камеры, которые расположились чуть ли не под открытым небом. Клетки размером 6 на 4 метра. И в них содержатся несколько десятков особо опасных преступников. А все потому, что в стране проблемы с тюрьмами. Их просто не хватает. Кормят заключенных 1 раз в день. И я не скажу, что это отличное питание, которого хватит, чтобы комфортно прожить сутки. Остальное заключенным приходится покупать самостоятельно. Естественно, из-за узкого пространства и обилия людей в камерах санитарно-гигиенические условия оставляют желать лучшего. 1 туалет на 30 человек. Вы только представьте, как он выглядит. Из-за этих условий в тюрьме постоянно возникают вспышки всяких болезней. Например, холеры, дифтерии или малярии. Так что многие заключенные даже не доживают до своей казни. Настоящий ад на земле. ADX Florence, США. А про тюрьму ADX Florence вы могли узнать из моего прошлого видео, но я не могу не включить его в этот ролик, ведь это действительно очень страшное место. В этой тюрьме люди содержатся в одиночных камерах, в которых нет буквально ничего. А самое страшное то, что даже поговорить заключенные не могут. В камерах выполнена очень хорошая шумоизоляция, чтобы никто чисто физически не смог разговаривать. Кровати, умывальники, унитазы – все это сделано из бетона. Окна очень маленькие и расположены так, чтобы никто не понял, где расположена тюрьма. В номерах нет ни телевизоров, ни телефонов, и даже книги там запрещены. Единственный, кого может увидеть преступник – это повар, который разносит еду. Правда, говорить с заключенными он не станет. Распорядок дня также ужасный. Подъем в 6 утра и до 10 вечера нельзя спать. Охранники будут ходить и будить вас. И все это время вы будете в своей камере. Лишь 1 час в день дается на прогулку. И то заключенные не пересекаются между собой. Стоит ли говорить, к чему приводят такие условия? Люди буквально сходят с ума. Вы можете примерно почувствовать, каково всем этим заключенным, если посетите специальные места с очень хорошей шумоизоляцией. Была одна специальная комната, где настолько тихо, что люди начинали слышать, как течет их кровь. И в таких условиях содержатся сотни людей. Настоящий ужас. Лагерь 22. Северная Корея.
Но я нашел, пожалуй, самое страшное место, куда только можно попасть. И при этом в нем содержатся не только убийцы и насильники. В специальных лагерях в Северной Корее содержатся люди, которые критиковали власть. То есть это самые настоящие политические заключенные. Но самое страшное то, что по своей сути это концентрационные лагеря, подобные тем, что использовали фашисты во время Второй мировой войны. Вообще в Корее таких лагерей около 30, но речь сейчас пойдет про один конкретный. Он называется лагерь 22, и в нем содержится примерно 50 тысяч заключенных. Условия в этой тюрьме сделаны самыми ужасными, какие только возможны. Преступников почти не кормят, из-за чего многие из них умирают от обезвоживания. Антисанитария и грязь, люди буквально ходят в туалет под себя. А содержатся они в холодных камерах, в которых несколько десятков, если не сотен человек. Ну и, конечно же, в этой тюрьме самый ужасный труд. Если в Норвегии вы могли ухаживать за лошадьми или изготавливать деревянные изделия, то в Корее вы будете, даже не знаю, копать шахты или переносить огромные тяжелые мешки с чем-либо. Весь труд здесь по-настоящему каторжный. Люди в таких концентрационных лагерях становятся настоящими рабами государства. Самих заключенных могут легко избивать и издеваться над ними, а просто в шутку пристрелить кого-нибудь для охранников является обычным делом. Да о чем я вообще говорю? По некоторым данным, во всех этих лагерях на людях ставят самые страшные опыты. И нет, им не скармливают таблетки от передовых фармацевтических компаний Европы, которые могут вылечить все болячки. В таких тюрьмах, скорее всего, испытывают воздействие ядов, разного физического и биологического оружия на человека. Даже ООН осудил КНДР за нарушение прав человека. Но северокорейскому лидеру все равно, и это меня пугает сильнее всего. А как вы думаете, какой вариант содержания опасных преступников оправдан? Пишите об этом в комментариях. Сегодня я сравнил самые лучшие и самые ужасные тюрьмы во всем мире. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!